Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга. В этом видео мы с вами посмотрим сводчи 14 новых оттенков суперстойкой матовой помады The One Color Unlimited Ultra Fix. Мы посмотрим с вами сводчи на руке, на губах, обсудим формулу этой помады и проверим ее на стойкость. Если вам все это интересно, то поехали! Давайте начнем с дизайна упаковки. Уже одним своим вот таким ярко-розовым видом линейка заявляет, что она будет нашумевшей, что о ней будут много говорить, может быть даже спорить, но однозначно она не оставит никого равнодушным. Итак, розовая картонная упаковка, на которой мы видим информацию. И в этой информации я считаю нужным, наверное, это подчеркнуть, потому что все помады Oriflame, которые я до этого встречала, изготавливаются в России, а эта помада Made in Germany. Она производства Германии. Я думаю, это немаловажный факт для тех, кто хотел бы вот такую импортную помаду. Хотя, на мой взгляд, все заводы, фабрики Oriflame изготавливают продукцию по единым стандартам. Но, тем не менее, это факт. Объем помады 3,5 грамма. Давайте же откроем эту картонную упаковку и посмотрим на сам футлярчик. Внутри мы находим черную помаду, и у нее такие серебристые стальные буквы, красивое оформление, серебристая полосочка. Мне напоминает, была такая линейка Studio Art когда-то давно-давно в Oriflame. Мне очень нравилась она по оформлению. И вот именно здесь я вижу то же самое. Мы видим название The One Color Unlimited Ultra Fix. Вот такое достаточно сложное название, но я думаю, мы его все со временем запомним. И что оригинально в новой коллекции The One Stockholm, то что внизу баночки чаще всего круглые, а с другой стороны квадратные с закругленными углами. И мы видим логотип The One Stockholm именно вверху колпачка. Давайте откроем. Закрывается стандартно со щелчком. Ну-ка еще раз. Ну, такой щелчок. Даже послабее, чем у On Color. Ну, тем не менее, он есть. Будем надеяться, что все будет хорошо фиксироваться и работать. У упаковки внутри мы видим скошенный кончик. Мы встречали такой скошенный кончик, по-моему, в линейке Color Obsession The One, тоже очень ярких пигментированных помад. И здесь тоже такой же скошенный кончик. И я думаю, что все-таки это будет добавлять удобства в нанесении этой помады. Сама помада достаточно длинная, но все-таки 3,5 грамма, мы видим, что ее здесь много. И вот прямо в тюбике она матовая-матовая. Я прям с нетерпением жду, когда я нанесу ее на губы и протестирую ее матовые свойства. Почему же помада называется Ultra Fix? Oriflame заявляет нам, что это такая специальная технология, которая создаст легкое покрытие, запечатает цвет на губах, и она будет обладать водоустойчивыми свойствами. Нежная пудра в составе помады обеспечит ультраматовый финиш, который не будет смазываться. Как это будет работать? Первый этап: мы наносим помаду, влага будет испаряться уже при нанесении, чтобы создавать комфортное матовое покрытие на губах. Это будет фиксировать цвет. Обещают нам, что цвет будет запечатываться до такой степени, что не только мы предотвращаем смазывание помады, но также не будет теряться яркость и глубина цвета. И предлагают нам после нанесения подождать 10 минут для того, чтобы цвет зафиксировался, запечатался максимально, и потом мы ходили с этой помадой до 8 часов. Клинически подтверждено, что 99% стойкости у этой помады. Вот такая вот уникальная помада. Сейчас я покажу вам оттенки на руке, чтобы вы могли быстро и бегло посмотреть, а потом я покажу на губах, и, наверное, стойкость я проверю в своем инстаграм, поэтому подписывайтесь на мой инстаграм, и детали вы увидите уже там. 41 796 Taupe. Мне кажется, что губы в каталоге потемнее, чем помада в стике, хотя оттенок идентичен. Но если мы посмотрим на сводч на руке, то вы увидите, что он более бледный, более пыльный, хотя оттенок безумно красивый. Вот такой Taupe. 41 797 нюд. Мне кажется, что в каталоге он более какой-то с розовинкой, похож на оттенок какао, а в реальности, видите, это настоящий нюд, бежевый, прямо вот крем-брюле. Вот смотрите, сводч на руке, он сильно отличается, он гораздо светлее, чем картинка в каталоге. 41 798 терракота в каталоге. Посмотрите, какая кирпично яркая. В принципе, в стике тоже она достаточно яркая, но немного посветлее.
тон. И посмотрите, на руке это уже прямо совсем нежный оттенок темных губ. Ну, вот такой естественный цвет губ, просто темноватый. Но мне кажется, что это не кирпичная терракота, хотя здесь тоже каждый решит для себя. 41 799 роза. А в каталоге, мне кажется, какой-то прямо лилово-малиновый, даже оттенка орхидеи. А по факту, смотрите, если мы посмотрим сводч на руке, да и стики вы тоже видите, это светло, какой-то пыльный оттенок розовый, но не такой яркий, как в каталоге, это точно. 41 800 это малина. А в принципе в стике выглядит практически так же, как и на губах. Но вот если вы посмотрите сводч на руке, вы видите, что этот оттенок не такой темный и глубокий, как в каталоге, он выглядит более ягодным. 41 801 это оттенок орхидеи. И посмотрите, какой он насыщенный, яркий, глубокий на картинке каталога. А в стике, в принципе, он тоже похож. Если, вот видите, у меня нечаянно упал, если рисовать этим стиком на бумаге, он, наверное, будет таким. Но если мы рисуем этим стиком на коже, то получается вот так. Ну, кстати, не забывайте, что здесь у меня оттенок кожи светлее, чем оттенок губ, и, соответственно, сводчи выглядят немного светлее. Но, в принципе, ориентируйтесь на оттенках. Вы видите, что орхидея гораздо светлее, чем, например, предыдущая малина. 41 802 фуксия. В каталоге вот здесь, мне кажется, выглядит наоборот, чуть светлее, чем в стике. В стике это прям малина, а не фуксия. Да? Вы тоже видите, что это не фуксия, а малина. И давайте посмотрим на руке. Это тоже такой оттенок, больше похож на малину. Хотя, в принципе, фуксия тоже можно его назвать. Наверное, я уже придираюсь, чтобы вот вам прям досконально вот эти полутона объяснить. Ну, вот фуксия, малина. В любом случае, это какой-то ягодный оттенок опять. 41 803 это коралл. Ну, вот в каталоге его заблюрили, сделали таким прям вот каким-то нежным, очень приятным, действительно коралловым. Коралловые помады бывают действительно коралловыми, а бывают вот такими морковными, как, например, та, которую я держу. Давайте посмотрим в сводче. Ну вот как вы считаете, это коралл? Это натуральная рыжая морковка. Морква, я бы даже сказала. 41 804 это красный оттенок. Хороший оттенок, глубокий. Но он тоже такой вот алый. Вот это вот чистый красный цвет. Если вы любите такой маковый цвет красный, то вот обратите на него внимание. Давайте посмотрим, как он выглядит в сводче. Посмотрите, насколько пигментирован этот красный, насколько он плотный, глубокий, насыщенный, но он не темный. Он именно цвет знамени красного галстука. 41 805 это бордо. И мы ожидаем вот такие вот томные, бархатные, вишневые, в чем-то даже бордовые губы. Посмотрите, в стике этот оттенок более, мне кажется, ну, какой-то он другой просто. Да? Я вот не скажу, что он более светлый или более темный, он просто другой, чем в каталоге. Но это на мой взгляд. Но давайте посмотрим в сводче. Этот бордо, он вообще нам изменяет и становится каким-то прозрачным, малиновым. Даже вот в стике он достаточно темный, но в сводче, не знаю, это какой-то вообще не бордо. Давайте вот еще раз проведу, может быть, он будет потемнее чуть-чуть. Но все равно он не становится более глубоким оттенком, он продолжает оставаться каким-то ягодным. 41 806 это оттенок марсала, очень красивый. Он шагает по разным коллекциям и очень такое оптимистичное название, потому что вот в стике, мне кажется, что это не совсем тот оттенок, который в каталоге. Хотя, наверное, его тоже можно назвать этим красивым словом марсала. И вы видите, что он тоже не совсем глубокий. Он какой-то вот все равно достаточно прозрачный. Может быть, надо в несколько слоев наносить эту помаду. Хочется прям еще наслоить, чтобы вот этот тон был более глубоким. И все равно вот эта глубина, вот мне мало, например, глубины. Я не вижу той глубины, которая на картинке в каталоге. 41 807 это мокка. Посмотрите тоже, какой глубокий темный оттенок мы видим на картинке каталога. Уже по факту в стике он уже светлее, чем здесь. Не знаю, какой-то цветкор применялся один, по-моему, ко всем этим картинкам, и он явно затемнил все помады. Хотя оттенок, в принципе, похож. И давайте посмотрим, как выглядит мокка
в свотче. Это для тех, кому нужен чистый бежево-коричнево-кремовый оттенок. Какой-то такой молочный шоколад, что ли. Ну вот прям чистый, без красноты совершенно. Мне оттенок очень нравится, просто он не такой, как в каталоге. И он не такой темный и не такой вот насыщенно коричневый. Вы видите, у него подтон такой тоже сероватый. 41 808 виноград. И я вижу на картинке действительно виноград. Вот так выглядит этот виноград в стике, и мне напоминает мою любимую помаду какао. Вот так выглядит в свотче. Красивый оттенок, коричневый, с розовинкой, тауповый такой, прям вот все, как я люблю. Очень-очень симпатичный оттенок. Ну, у кого вкус такой же, как у меня, кто меня давно смотрит, кто любит оттенок какао, это вот ваша помада однозначно. 41 809 это слива. Глубокая, черничная, насыщенная слива, которую, возможно, мы получим, если нанесем вот эту помаду в несколько слоев, потому что в один слой, посмотрите, это черника, это не слива, это черника. Но давайте прям при вас сейчас я ее еще наслою посильнее, возможно, вот эту сливу мы получим, но надо прям посильнее, видите, вот она становится более темной, может быть, еще подложится оттенок губ сюда, и она станет еще более темной, но сейчас по факту я вижу, что оттенок светлее тоже, чем в каталоге, но при этом вот это несоответствие каталогу не делает эту линейку менее красивой. Мне кажется, что оттенки практически все очень достойные. 41 796 оттенок тауп, или в английском варианте ультра тауп, по-моему, оттенок, который очень многие хотят посмотреть. Мне кажется, что он чуть светлее, чем в каталоге, но, девочки, как же комфортно эта помада ложится на губы, ну просто вот она просто скользит. Кстати, вот смотрите, сейчас прошло уже, ну, наверное, секунд 30 после того, как я нанесла, и уже нет этого скольжения. Я чувствую, что помада фиксирует. Смотрите, она реально становится бархатной. Это первая помада, вот прямо тестирую при вас, то есть это не только свотчи, но и, наверное, своего рода тест-драйв, поэтому давайте не только оттенки смотреть, но еще и на свойства помады. Когда только нанесла, она прям скользила, как кремовая, мне не хотелось отрывать ее от губ, а сейчас я вижу, что она, вот она зафиксировалась, понимаете, она все, помада на губах. Они хотят, разработчики, чтобы 10 минут прошло, но у меня прошла минута, и я вижу, наконец-то, матовую помаду в Oriflame. Вау, неужели это произошло? Мне очень нравится. Мне нравится оттенок, и мне нравится, что губы как будто бархатные. Вот ни малейшего сияния нет, ни малейшего. Может быть, на камере, если вдруг какое-то будет от прожектора сияние, но я думаю, что даже камера передаст, насколько эта помада матовая. Она абсолютно матовая. Наконец-то появилась линейка матовых помад, и оттенок это будет самый бомбовый оттенок. Хотя я еще остальные не видела. Давайте все посмотрим. Но этот оттенок это тот, за которым все гоняются. Я вот вижу по комментариям, по различным социальным сетям, все вот говорят, дайте мне вот такой вот бархатный оттенок. Фотографии вот таких губ присылают везде в комментарии, скидывают, чтобы он был таупово, такой, знаете, припыленная роза с сероватым подтоном, холодная. Девочки, у нас есть холодный нюд, представляете, это вот он. Я думаю, сметут. Сметут на складе однозначно, поэтому кто вот такой оттенок ждал, покупайте. И все, вот это, давайте целовать руки. Очень плотно прижимаю, у меня все зафиксировано, представляете? Я думаю, что мы с первой только помадой, и может быть с ярким еще, проведем такой эксперимент, но помады нет на руке вообще. Вот как вам показать? Видите, вот я прижимаю очень сильно, плотно. Как я это сейчас буду снимать, чтобы следующий нанести? Это уже второй сложный вопрос называется. Но это однозначно
крутая штука. И по оттенку, и по текстуре, и по нанесению. Я когда наносила, я думаю, она такая кремовая, она так ложится, как же она будет фиксироваться вообще? И она на глазах, вот при вас я увидела, что она из сияющей стала вот такой вот бархатно-таупово-матовой. Матовой, наконец-то матовой помадой. Извините меня за мои эмоции, но я реально в восторге от того, что наконец-то Oriflame в Германии сделал вот такую линейку, которую мы все давно ждали. Давайте смотреть следующие оттенки. Вот смотрите, я наношу, и она скользит, но проходит где-то секунд 30, и она, вот дотрагиваешься, и она уже, знаете, с трудом с каким-то продвигается по губам, потому что покрытие становится бархатным на губах, поэтому нанесли, все зафиксировали и оставили. Сейчас у меня на губах следующий оттенок, это у нас 41797 нюд. И даже вот этот нюд не смотрится на моем лице за маской или тональной основой, потому что в нем есть какой-то розовато-персиковый подтон. Он, естественно, не холодный, это теплый оттенок, но вот эта розовинка дает вот трендовость этому оттенку. Мне кажется, что он такой модный, современный и достаточно выразительный для нюда. Как вы считаете? 41798 терракота. Кстати, все названия русских оттенков идут от названий иностранных, там только написано ультра терракота, ультра нюд. Вот здесь вот у нас терракота. И я отмечу, что в каталоге это прям кирпич. А в реальности, посмотрите, это вот тот самый оттенок, когда мы хотим губы, знаете, выразительные, но не розовые, не персиковые, не нюдовые. Мы хотим, что как будто бы у нас татуаж губ, да, как будто бы наши губы, они вот такие вот у нас родные, такие вот яркие, да, как будто мы не красили их. И я думаю, что сейчас эта помада и этот оттенок еще и станет матовым и бархатным, и это будет вообще просто улет. Очень красивый цвет на повседневный макияж. Если вы хотите бархатные мягкие губы, матовые, то это очень красиво. Мне нравится. 41799 это роза, и это действительно роза. Единственное, она из-за вот этой матовой текстуры будет немного совсем припыленной, но все-таки это роза. По-моему, прям вот как оттенок, очень близкий к оттенку моей рубашки сегодня. И да, мне нравится даже вот такая вот роза в этой линейке, не гламурная, не вульгарная, а достаточно нежная, такая цветочная. Очень симпатичный оттенок для тех, кто любит розовые цвета. 41800 оттенок малина. И вот мне что нравится в этой линейке, что здесь чистые, четкие оттенки. И вот малина – это малина. Не прибавить, не отнять. Это настоящий малиновый оттенок. По крайней мере, я себе его представляю именно таким. И вот для любителей именно малиновых губ, матовых малиновых губ, эта помада будет находка. И, знаете, одновременно и эффектный, и не вульгарный. Вот это мне нравится. Бывают такие оттенки, они вот какие-то безвкусные, а здесь вот она малина, она сдержанная, но при этом она говорит, да, я яркая, я малина, но посмотрите, какая я модная. У меня помада на губах всего 1 минуту. Если она сейчас смажется, то мы ей простим, хорошо? Но я очень хочу проверить ее на стойкость, а 10 минут ждать это очень долго, и давайте попробуем. Давайте, да? Да? Это я дотронулась. Это я дотронулась посильнее. Это я припечатаю сейчас, смотрите. Немножко, немножко. Но ее нет. Ее нет. Смотрите, нет. Яркий, очень яркий оттенок. Он зафиксировался за минуту. Я думаю, что если я сейчас буду ее тереть... Так, давайте как-нибудь попробуем. Да, то она будет стираться, видите? Но это уже усилие такое вправо-влево. Но если я просто целую руку, видите, дотрагиваюсь губами и достаточно сильно, она не смазывается совсем. Поэтому я думаю, что если я еще подожду 10 минут, то она уже и вправо-влево смазываться не будет, скорее всего. 41801 это орхидея.
Я уже, глядя вот на стик, сразу подумала, что это будет супер просто яркая, гламурная помада, и в принципе такая она оказалась и на губах. Но в конце концов, любителей ярких и гламурных вот таких вот орхидей, хотя я бы назвала, наверное, это какая-то светлая фуксия, мне орхидея представляется больше уходящей в лиловый, а здесь прям ярко-розовый Барби оттенок, но любители таких помад тоже хотят матовую помаду, стойкую, чтобы она у них держалась долго-долго и была бархатная на губах. Поэтому вот вам, девочки, кто такие оттенки любит, орхидея. После орхидеи остается тинт. Наверное, во всех розовых помадах есть какая-то добавка, которая именно въедается в губы и оставляет их вот такими вот розовыми. Вот сейчас я удалила вот прям максимально с помощью средства помаду, но тинт все равно есть. Давайте смотреть фуксию. 41802 это фуксия. Когда-то давно-давно в Oriflame была рекрутинговая компания, какая-то цвета фуксии, и там была сумка. Я очень долго ходила с этой сумкой, и с тех пор у меня цвет фуксия ассоциируется только с ней. И вот та фуксия, она была какая-то более розовая, более вырви глаз, а эта вот фуксия, она более малиновая. Мне кажется, что вот фуксия, она немного другая. Вот как вы считаете? Это вот такая светлая малина, да? Нет? Нет, да? Какое у вас мнение? Обязательно пишите в комментариях. 41803 коралл или ультра коралл по-английски. И не знаю, нужен ли кому-то вот такой вот пляжный коралл, но матовый. Хотя летом помада, которая не смазывается, фиксируется и долго держится. Интересно, как она будет вести себя в бассейне. Мне кажется, очень даже будет востребована. Ну, это чисто, как мы с вами уже знаем, морковка. Они называют, шведы, это кораллом, я это называю морковкой. Это вот кому нужна матовая стойкая морковка, налетайте. Это вот этот самый коралл. Но летом под загар будет очень даже бомбовая помада. Если еще купальник такого же оттенка, по-моему, будет классно. 41804 красный или ультра ред. И знаете, красный бывает разный. Бывает красный, уходящий в малиновый, такой голливудский, я его называю. А это красный, который я называю алым. Это вот пионерский галстук, знамя и вот такой вот именно чистый ред. Чистый-пречистый красный. Маковый. Знаете, это вот оттенок мака. Если вы любите такие цвета, используйте его в макияже, то посмотрите, какой чистый красно-алый оттенок. 41805 это бордо. И вот знаете, вот для меня именно вот этот оттенок тот самый голливудский красный, про который я говорила. На мой взгляд, бордо, он более насыщенный, более вишневый, но здесь есть оттенки дальше, они чуть-чуть потемнее, и я думаю, там те, кому нужен именно более темный бордо, найдут свой оттенок, а этот, это вот такой красно-темно-малиновый. И мне вообще кажется, что это третий уже малиновый оттенок в этой линейке, просто был чистый малиновый, светлый, по-моему, орхидея, сейчас уже не помню. И вот этот бордо, это уже такой темно-малиновый оттенок. Но, тем не менее, это не делает эти цвета менее красивыми. Просто я пытаюсь вам через такие образные ассоциации донести вот мое видение вот этих оттенков. Надеюсь, что вам это полезно. Если да, то обязательно напишите об этом в комментариях и поставьте лайк под этим видео. От всех розовых оттенков остаются тинты. Вот от всех розовых, красных. Посмотрите, какие розовые губы. 41806 это оттенок марсала. Когда-то это был очень трендовый, популярный оттенок. Он использовался везде, в аксессуарах, в одежде, даже в оттенке цвета волос. Но, тем не менее, хоть и такой вот мейнстрим, да, по этому оттенку он уже ушел, но в помадах, в макияжах он все еще используется. И знаете, хочу отметить, что в каталоге и вот непосредственно в стике оттенок более глубокий, более насыщенный, а на губах он
тоже более малиновый. Ну, я не знаю, может быть, это у меня уже глаз замылился, но мне кажется, что он тоже, вот этот цвет, он должен быть более темным, более томным, уходящим в глубину. А на губах у меня он уходит в ягоды. Это вот такие вот мои впечатления, что он уходит в малину, но не в темно-вишневую марсалу. Кстати, обратите внимание, вот прошло где-то 1,5 минуты с момента нанесения, и ушло сияние, оттенок зафиксировался и стал вот именно более глубоким. Все равно мне кажется, что можно было бы добавить больше коричневого в этот оттенок, но тем не менее вот он стал носибельным и очень красивым. Если у вас губы такие объемные, пухлые, то это будут вот те самые губы из макияжей, которые раскиданы по всему интернету с матовыми, бархатными, вот такими вот вишневыми цвета марсалы губами. 41807 – это оттенок мокка. Всем любителям оттенков кофе-какао посвящается. Мне нравится этот оттенок. Единственное, он мне показался каким-то немного прозрачным. Мне казалось, глядя в каталог, что мокка это прям будут какие-то прям супер коричневые губы, такие очень глубокие, очень томные. А по факту я вижу, ну, по сути, ту же самую корицу, как у меня была матовая помада. И оттенок мне нравится, но он просто не такой насыщенный, как в каталоге. Но бархатные губы мокка, кто же сейчас от них откажется? Мне кажется, что это вот прям самый трендовый тренд. Подходит под очень многие образы в одежде и очень гармоничен этот оттенок, безусловно. 41808 – это оттенок виноград. И почему-то мне кажется, что чем более темные оттенки в этой линейке, тем более прозрачными они ложатся на губы. Не знаю, может быть, я, глядя в каталог, ожидала какого-то прям супер пигмента, но по факту я вижу, что оттенки такие лайтовые все равно. Понимаете, ну как бы, мне кажется, что виноград, он должен быть более глубоким тоже. Вот, ну, наверное, вы видите, да, я от каждого оттенка жду чего-то более глубокого. Ну вот как в стике. А на губах все эти оттенки, они какие-то именно ягодно-романтичные. Конечно, безусловно, эти оттенки красивые. И вот виноград мне нравится. Почему? Потому что это чистый оттенок мой, который я обожаю, какао. Вот все, кто любит какао, присмотритесь вот к этому винограду. Потому что вот предыдущий оттенок, это был больше кофе. Он был более коричневый, чисто такой коричневый, да, более теплый. А виноград, он уже более холодный. Но при том он сохраняет вот эту свою тауповость. Есть у него все-таки вот это вот коричневое направление, но оно с розовинкой. И смотрите лайфхак, который я вот чисто случайно обнаружила. Губы сияющие. Вот я вам сейчас рассказываю, и они сияющие, но при том помада уже почти зафиксировалась. Как сделать их матовыми? Смотрите. Я делаю вот так, и губы матовые. Все сияние вот от этого движения уходит. Я не знаю, напишите, пожалуйста, передает ли это камера, но вот если мне нужно из сияющих губ, может быть, со всеми матовыми помадами надо было так сделать, я не знаю, которыми я до этого пользовалась, но если мне нужно убрать вот это сияние и оставить вот этот бархат на губах, очень красивый, обалденно красивый оттенок, но это как бы не глубокий оттенок, но он очень красивый. И все, вот матовость. Я сделала один раз, и губы стали матовыми. 41809 – это слива. Вот такой вот насыщенный сливовый оттенок. Мне кажется, что он самый насыщенный из всей линейки. Давайте сделаем его матовым. Смотрите, видите, он стал более матовый. Конечно же, безусловно, очень яркий, очень эффектный. Я думаю, что он придется по душе всем, кто ждал вот такую матовую, бархатную, сливовую помаду. И в целом вся линейка мне очень понравилась. Какие-то оттенки больше, какие-то оттенки меньше, но то, что эта помада не смазывается, то, что у нее мягкая, бархатная
текстура, то, что есть прямо супер трендовые оттенки, которые, я уверена, очень быстро закончатся на складе. У этой помады, по-моему, масса плюсов, чтобы рассмотреть для покупки в свою косметичку парочку новых оттенков. Какие оттенки вам понравились на мне, а какие вы выбрали для себя? Обязательно поделитесь со мной в комментариях, как вам новая линейка помад. Я с удовольствием прочитаю каждое ваше мнение. Смотрите, она не отпечатывается, даже такая. Она не отпечатывается совсем. Это бомба. Ставьте лайк, если вам был интересен и полезен мой обзор. Ну и, конечно же, обязательно подписывайтесь на наш канал Взлет и нажимайте на колокольчик, тогда вам придет оповещение, и вы посмотрите видео о новинках Oriflame прямо на нашем канале самыми первыми. Пока-пока.